Всем привет! В этом видео покажу 5 интересных, сытных, быстрых и очень вкусных рецептов бутерброда в аэрогриле. Мы приготовим горячий бутерброд с яйцом, сыром и ветчиной, бутерброд с сыром, помидором и яйцом вкрутую, горячий треугольник из тортильи, сыра и ветчины. В видео я также расскажу, как отварить яйца вкрутую в аэрогриле с одним теном и с двумя. И мы приготовим горячий бутерброд с жареным яйцом и голландским соусом, который я тоже покажу, как готовлю. Все завтраки, горячие бутерброды из данного видео очень простые, их сможет повторить каждый. И мы начнем с первого рецепта. Для него нам понадобится кусочек цельнозернового хлеба или обычного белого, ветчина, сыр и одно яйцо. Берем хлеб, при помощи столовой ложки приминаем центр, делаем углубление для яйца. Хлеб я буду выкладывать в пергаментную бумагу, можно выложить на решетку аэрогриля без бумаги. Я это делаю для того, чтобы яйцо не вылилось на решетку аэрогриля. В углубление разбиваем одно яйцо, сверху кладем ветчину и сыр. Ставим в аэрогриль. Подойдет режим выпечки или режим аэрогриль. Ставлю на 180 градусов 8 минут. Время и температура в каждом аэрогриле может отличаться. У меня в аэрогриле 2 тена. Если у вас 1 тен, то возможно понадобится времени добавить чуть больше и температура чуть ниже. Время зависит от того, какой консистенции желток вы предпочитаете. Вот такой быстрый вкусный завтрак у нас готов. Время можно увеличить, если хотите более готовый внутри желток. Если хотите его более жидким, то время уменьшаем. Внизу получается аппетитный хрустящий хлеб. Всем приятного аппетита! Также совет, чтобы яйца готовились лучше в аэрогриле, попробуйте его разогреть перед этим. Просто поставьте в холостую температуру 180 градусов примерно 3 минуты. И для лучшего результата не используйте бумагу. Кладите тост сразу на решетку. Второй рецепт тоже очень вкусный и необычный. Берем все тот же белый цельнозерновой хлеб. У меня это квадратный хлеб для тостов. Понадобится одно вареное яйцо, сыр, помидор и любая зелень. Можно использовать шпинат. У меня это петрушка. Заходите в описание под видео, там я оставлю все пропорции и ингредиенты, а также программы и время приготовления в аэрогриле. Вареное яйцо натираем на крупной терке, можно измельчить его ножом на мелкий кубик. Полутвердый сыр, я использую гауда, тоже натираем на крупной терке. Добавляем сыр к яйцу, добавляем петрушку, один помидор измельчаем на мелкий кубик. Добавляем к натертому яйцу, сыру и петрушке. Смесь нужно немножко посолить. Добавить свежемолотый черный перец. Можно добавить любые специи, которые вы хотите. Я ограничусь этими. Все хорошо перемешиваем, и наша намазка на хлеб готова. Выкладываю в аэрогриль хлеб и сверху щедро выкладываю начинку. Добавлю еще черный ржаной хлеб. Когда он запеченный и чуть подсушенный, получается очень необычно и вкусно. Данного количества начинки хватило на 3 кусочка хлеба. Ставлю режим аэрогриль 180 градусов 6 минут. Нам нужно только подсушить хлеб и чтобы сыр расплавился. В аэрогриле с одним теном вы можете готовить все эти же рецепты, только время ставьте чуть больше. Вот такой аппетитный завтрак у нас получился. Всем приятного аппетита! Вы только послушайте этот хруст. Хлеб очень хорошо подсушивается в аэрогриле. Если готовите без бумаги, даже низ получается хрустящим. И никакой тостер совсем не нужен. Такие тосты очень сытные, яйца можно отварить с вечера и утром только лишь все нарезать и натереть. Следующий рецепт, наверное, самый быстрый и простой. Для него я буду использовать не хлеб, а тортилью, можно использовать лаваш. Также мне понадобится крем-сыр, ветчина, сыр, помидор и любая зелень, у меня укроп. Это отличная и более полезная замена стандартному бутерброду с хлебом на завтрак.
Помидор нарежем на 2 тонких кружочка. Вместо помидора можно добавить болгарский перец или, например, красный лук. Можно положить шпинат или любой другой овощ или зелень, который у вас имеется. Выкладываем тортилью, намазываем крем-сыром. Разрезаем тортилью пополам, каждую половинку присыпаем укропом или любой другой зеленью. В центр каждой половинки кладем ветчину, сверху сыр и помидорку. Складываем половинку тортильи вот таким треугольником. Если используете лаваш, можно сделать не треугольники, а квадратики или прямоугольники. Выкладываем сразу на решетку тортилью. Ставим режим аэрогриль, температура 180 градусов, примерно 5 минут. Нужно только, чтобы сыр расплавился и тортилья стала хрустящей. За это время можно сделать свой любимый кофе. Такой вкусный быстрый завтрак за 5 минут у нас готов. Покажу вам в разрезе. Сыр расплавился, получается очень вкусно. Вы можете добавить туда вместо ветчины что-то другое, например, рыбку или, например, любые другие овощи, не помидор. Покажу, как в аэрогриле очень просто отварить яйца. Выкладываем на решетку любое количество яиц, у меня это 3 яйца. В аэрогриле с 2 тенами, обычно я отвариваю яйца на режиме аэрогриль, ставлю 130 градусов 15 минут. В аэрогриле с 1 теном ставьте 150 градусов 13-15 минут. Яйца не взрываются. После этого мы их опускаем при помощи щипцов в холодную воду, как и обычные яйца, которые варим в кастрюльке. Очень просто чистятся. Покажу вам, насколько хорошо схватился желток за это время. Яйца будут полностью готовы. Утром их можно использовать на бутерброд или просто так скушать. Если хотите более жидкий желток, время можете уменьшать. Такие отварные яйца можно приготовить с вечера и утром использовать на обычный бутерброд. Используйте хлеб, крем-сыр, любую зелень и отварные яйца. И последний рецепт. Поделюсь, как сделать такие жареные яйца по типу яичницы. Берем керамические формочки, можно использовать силиконовые. Смазываю их немного маслом, растираю кисточкой, разбиваю в каждую форму яйцо. Разбивайте аккуратно, чтобы желток был целый. У меня в одной форме желток немного потек. Это влияет на результат. И важно натереть немного твердого сыра или обычного полутвердого на мелкой терке и посыпать желток. Если мы присыпаем желток сыром, то он у нас не покрывается такой обсушенной сухой коркой, как это часто бывает в аэрогриле. Наверное, вы уже заметили, когда пытались приготовить яйца. Для того, чтобы яйца лучше приготовились, не были сырые, советую предварительно разогреть аэрогриль. Ставьте просто любую программу, 180 градусов, 3 минуты. Я ставлю обычную программу аэрогриль. Выкладываю формочки и 2 кусочка хлеба в аэрогриль. Ставлю на режим аэрогриль 160 градусов 7 минут. Опять же, время приготовления зависит от того, какой консистенции желток вы хотите. Хлеб за это время полностью подсушен. Послушайте, какой здесь звук. И яйца тоже готовы. Желток практически готов, чуть-чуть кремовый, я именно такой люблю. На хлебушек наносим крем-сыр, выкладываем колбаску или ветчину, любую зелень, у меня шпинат, и сверху нашу яичницу или зажаренные яйца. Посыпайте сыром, и тогда желток будет внутри такой кремовый, очень аппетитный и не будет обугливаться и подсыхать сверху корочкой. Вот так выглядит яйцо, где желток сохранился полностью. Желток кремовый, белок полностью схватился благодаря тому, что мы насыпали сверху сыр. У нас нет вот этой засушенной типичной корочки в аэрогриле. И во втором бутерброде яйцо у нас уже полностью приготовлено, потому что при разбивании желток растекся. Это влияет на результат. Можно кушать и так, но я покажу, как приготовить очень вкусный и простой голландский соус, чтобы полить такой бутерброд.
Для этого мы используем 1 большой желток, соль, перец, примерно 2 столовые ложки сливочного масла и сливки или молоко 50-100 мл. Зависит от того, какой консистенции соус вы хотите. Если более жидкий, то 100 мл, более густой 50 мл. Для начала мы нальем немного воды в кастрюльку, нагреем ее. Как только вода начала бурлить, уменьшаем огонь и ставим на кастрюльку либо стеклянную жаропрочную форму, у меня это такая металлическая. Выливаем сливки или молоко, чуть-чуть подогреем, размешаем венчиком, добавим 1 желток, продолжаем смешивать. Добавляем 1 столовую ложку масла, продолжаем также смешивать. И потом 2 столовую ложку масла. Смешиваем в сумме примерно 5-7 минут. Как только масса начнет чуть-чуть густеть и на стенках вы увидите, что смесь подсыхает, снимаем с огня, добавляем немного лимонного сока, не переборщите, может быть слишком кисло. Я добавляю примерно 1 чайную ложку. Соль, перец по вкусу. Вместо молока или сливок можно смело добавить воду в классическом рецепте, но мне нравится вариант с молоком или сливками. Получается очень нежно и вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Дадим соусу постоять пару минуток, чтобы он чуть-чуть загустел. И можно поливать на наши бутерброды. Очень вкусный завтрак у нас готов. Всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это видео было полезно и интересно, и вы обязательно подчеркнете какие-то новые идеи для своих следующих рецептов в аэрогриле. Пишите в комментариях, какой из бутербродов вам понравился больше всего, готовите ли вы бутерброды в своем аэрогриле. Я, например, не имею тостер и даже не собираюсь его покупать, потому что аэрогриль полностью его заменил. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!